Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в Escape from Tarkov. Путь со дна, прокачка с нуля и чертова дюжина. День 13. Всем приятного просмотра. Долго возиться не будем, сразу же в убежище забираем то, что мы ставили на варку. Плюс у меня санузел 3-го уровня готов. 2 шланга я еще заказывал, забираем тоже. Плюс собираю дефибриллятор. Я его варил по квесту для егеря. Скорая помощь называется квест. И пойду на завод. Добью одного ЧВК. Осталось мне на заводе подстрелить с пистолета. Сразу же этим делом и займусь. Беру пистолет с глушителем, бронеразгрузку, пару запасных магазинов, кивер и погнали. Долго возиться в убежище не будем. О, отличный спаун. Как раз кругом. Полсонные должны народиться. Опа! А вот и клиент. Есть. Квест-движуха готов. 3-й ЧВК убит с пистолета. Изи-пизи. Правда, чуть он меня не размотал. 2 руки, нога. О, боги. Тяжелое кровотечение. Нет, я не вылечусь. Беру таблетку. Разбираю пацана и все. В принципе, мне здесь на заводе больше делать нечего. Хотя нет, подожди, у меня есть еще... А, нет, не пойду. Можно было МБСС хотя бы взять с собой. Шлем, наушники забрать. Но на реагент у меня уже здоровья не хватит. Если все остальное я вылечу, то... Черные ноги и рука... Это явный билет на больничный. Валим в схрон. Нормальное начало дня, нифига. Пришел, увидел, победил. Мне нравится. Даже немножко опыта отхватил, смотри, 1500 почти. Завершаем движуху, уничтожили мы 3 операторов ЧВК. Разгружаю манозлитько место. Оставлю немножко пространства для Дикого. Хочу за Дикого сходить на развязку. На развязке мне нужно будет посмотреть компьютеры. Надо вытащить еще 3 кулера и 2 видеокарты. Может быть, улыбнется удача, хоть одну найду. Бронежилета нет, но зато мешок и разгрузка объемные. Щелочь. Щелочь пока не нужна. Ну, щелочь не так сложно найти. Не помню, правда, можно ее варить или нет. Я заспавнился волей, и 12 минут у меня всего есть в запасе. Отнимаем еще минут 5 на выход. 5-7 минут примерно. Итого у меня, блин, вообще нифига времени не остается. Я тогда пошел сразу же, и у меня там есть одно злачное местечко. На складскую зону сразу пойду. Вдоль стеночки. Надеюсь, никакие тут челоботы пока меня... Никакие челоботы меня тут не будут кошмарить. Не буду ничего смотреть. Ящики не лутаны. О, шланг. Полки не лутаны. Видимо, никого тут не было. Балтики. Не буду лутать, я сам пошел по полкам. Но это все попутно. Аккумулятор лежит, смотри. Где ж ты был, когда тебя не было, зараза? Я тебя искал. Кровью и потом обливался. Есть тут 2-3 даже комнаты с компьютерами. Я пошатался. Время от времени шатаюсь на ПВЕ, поглядываю, что тут еще интересного можно найти. Я не профессиональный игрок, поэтому я скрывать не буду того, что я нет-нет хожу на ПВЕ. Оффлайн режим, не включаю ни ботов, никого, просто смотрю какие-то интересные места для лута. И здесь я обнаружил еще одну компьютерную комнату. Вот она по левую сторону, по-моему, где-то тут. А, ну она, да, там как раз это выход на кассу сейчас будет. Точно. Выломанная дверь. И следующая дверь — это компьютерная комната. Я не знал. Я
Не знаю, как 5 пальцев все локации, все комнаты эти. Так что вот вам. Еще одна компьютерная комната. Всего их здесь 3 больших таких офиса. Если даже не найдем видеокарты, то пару-тройку кулеров найти, я думаю, это не проблема. А, вот тебе и кулер. И второй кулер. И давай третий. Ага, понял. Понял, принял. Тут вообще пусто. Конденсаторы. Ну все, красный таймер, блин. По-хорошему уже домой валить. Времени для дикого на развязке чисто пробежаться, пролутаться нет возможности там где-то ходить, расхаживать, там, рассматривать, изучать. Поэтому изучать карту в ПВЕ режиме это вообще самое оно. У тебя куча времени. Можно позволить себе открыть какую-нибудь карту. И ходить спокойно по комнатам. Вторая компьютерная комната. Они все тут рядом 3. Поэтому в самый цвет. И тут же и выход у меня недалеко на МЧС. На него побегу. Если выберусь отсюда. Лутаю 3 комнаты и иду домой. Пару кулеров уже есть. Неплохо, я думаю. Аккумулятор. Хотя аккумулятор сейчас в цене вообще. Его даже невыгодно выносить, по-моему. Аккумулятор. Если он тебе не нужен по квесту. 6 ячеек он занимает. И если его выносить, то с той целью, чтобы, блин, на барахолке продавать, то надо учитывать, что его стоимость должна быть не менее 1000, ну, не знаю, 90, 100. 90 это минимум прям. Потому что ты же еще будешь платить за комиссию. Ладно, если место нужно будет, аккумулятор мы всегда успеем скинуть. Шланги тоже обесценились. Ёлки-палки. Ну дай кулер один. Ой, хорош. Получите, распишитесь. В последнем компьютере как раз оказался кулер. Ну все. Можно и домой чесать. Еще шланг. Чик. Все не с пустыми руками. Нормально, там еще перед выходом будет тайничок. Его аккурат можно будет выскочить. Вообще кулеров для убежища нужна будет огромная куча. Я не знаю, они скорее всего еще будут в цене какое-то время кулеры, потому что для фермы там их 50 штук нужно будет. Ну, локация тихая, это здорово. То, что доктор прописал для дикого самого. О, там дикий, смотри, стоит. Бот. Да, это бот. Давай подстрелим. Вот. И для опыта, и для лута. И в общем и целом... О, респиратор. Респиратор мне тоже нужен будет по квесту. Мне 4 респиратора нужно будет. 1 или 2 уже дома есть. Еще один точно личным не будет. Блин, люблю такие кошмарные быстрые рейды. Выбежал, сделал дело, вымыл тело и свалил. Возню устроили. М62 можно продать неплохо. Все, домой. Здорово.
Теперь про кулеры можно забыть. 3 кулера нужно было, 3 кулера вынес. Добришко выгружаем. Все это барахлишко. Сдаем кулеры. Все, 8 штук нужно было. 3 оставалось. Еще 2 видеокарты. Ну, есть чем заняться еще дикому. Работенка ей для него всегда найдется. И места теперь нет. Надо торгануть по Шурику. Как раз деньжат децл подколымем. Хочу, короче, в этом выпуске сегодня сделать схрон себе до 2-го уровня вкачать. Для этого мне понадобится 3,5 миллиона рублей. Плюс еще на предметы бартера, которые необходимо будет докупить. Будем постараться. Заряжаем своего ЧВК. Беру Мосинку с оптикой, с глушителем. ЗБ-14 этот нужно от завода вытряхнуть. ЗБ-14 забираем с собой. Буду делать путь выживальщика торчок. 15 диких под эффектом стимуляторов. Взял с собой пачку молока и взял с собой горячий электрод. Возьму на всякий случай пропитал, как явный стимулятор. Но он, зараза, дорогой. Поэтому закупаться я им не буду. Нашел в рейде. Таблетки у меня имеются. Мне говорили, что под молоком можно джубошить, и там есть эффект стимулятора. Также я нашел стимулирующий эффект в описании горячего электрода. Он занимает всего одну ячейку, стоит чуть дешевле молока, там до 10 тысяч, 9-8 по-разному. Сейчас проверим, работает ли он или нет. Поэтому отправляюсь в лес, посмотрю тестовый такой рейд насчет стимуляторов. И если это все сработает, то будет круто. Не нужно будет тратить деньги на дорогущие эти шприцы всякие. Молочко или энергетик. И вперед. О, есть клиент. Сейчас мы тебя протестируем. Далековато, правда? Не попал, по-моему. Есть, попал. Подстрелил гада. Вот. Давай посмотрим. Сработал, не сработал горячий электрод как стимулятор. Блин, тут квестов черт ногу сломит в натуре. Да, сработал стимулятор, одно из 15 убийств есть. Осталось всего ничего, 14. Зато я теперь знаю, что горячий электрод действует так же, как и какой-то другой стимулятор. Действие его 300 секунд. Пялимся, тайничок. Надо, кстати, мне еще выделить время, посмотреть, где тайники в лесу, на берегу. Я абсолютно не знаю, где эти тайники находятся. Будет очень полезно, если я буду знать, где эти тайники. Я с вами поделюсь опытом, так сказать. И у самого приварок почти постоянно будет. Пойдем попялимся, что у него там. У этих снайперов на скале всегда хорошие волыны. Вон у него СВ-98 нафиг. Вот он, шапочка, ГСШ. У меня такие же, можно чик. Они у меня страхованные. Патроны, магазины точнее. С патронами. О, нормалек. Теперь можно... Знаешь, как сделать? Кустик по мохнате сейчас найду. Мосинку свою скину. Да, СВ без глушителя, но... Ничего. Погуляем, короче, с СВ-98. А Мосинка мне по-любому вернется еще по страховке. Патронов у меня вагон и маленькая тележка. Пойдем подстрелим пару типов. Ух ты. Эй, тихо, кого? Блин, я так и думал, что там кто-то лазит в этих скалах. Меня убил бот, костыль Тайчин, в челюсть. Ладушки, набираю тогда горячего электрода, долго тут собираться не буду. По классике, короче. Разгрузка, кивер, наверное, надену, пусть глухой шлемак, но зато в челюсть с FMJ патрона 366-го. Так обидно, капец. Беру ВПО, патроны к нему запасные. Рюкзак брать не буду. Все, что мне еще для счастья надо.
Оружие, горячий электрод как стимулятор, пару запасных магазинов, патроны, броня, шлем имеется. Погнали в лес, все почти страховано, кроме бронеразгруза. Если дальше так пойдет, то сегодня я, точно не выполню план, а я за сегодня хочу выполнить этот квест. Надо как-то постараться сделать его. Ну, где вы, пацаны? Есть клиент. Чачаза, подожди, далековато, правда? Ну ничего. Разминочный такой, пристрелочный, пойдет вариант. Я как раз хотел опыта поднабраться за ВПО стрелять. Притворяешься, что ли? Мне надо выше брать. Точно притворяется. Вот это точно попал. Хотя хрен его знает. БП-патрон, я посмотрел его описание, у него оказывается такой большой штраф к точности, что мама не горюй. Нет, не убил я его. Не убил. Ну ты же сейчас вылезешь там по любасу. Давай посидим, посмотрим чуть-чуть его еще. Вот он. Ля, в дерево попал, по-моему. Что-то он так ходит. Я, по-моему, ему то ли ноги перебил, то ли что-то я с ним сделал. Обычно они после первого выстрела шарохаются. Пойдем попроведаем пацана. Что ты где? А, вон он. Тихо, тихо, тихо. Смотришь по одним кустам, а он вообще в другом. А куда ты делся-то? Да вы чё как сквозь землю-то? А, вот он. Бум! Есть контакт. Есть! Второй кабанчик подстрелен. Это тоже бот. Сейчас, братишка. Сейчас все будет. Бляха-муха. Эй, а чё я... Я медицину-то не взял, идиот. Блин, голова, два уха. Подожди. Трава еще с человеческий рост. Ни хрена не видно. Куда делся? Слушай, давай, наверное, Адар попробуем, возьмем у этого типа. Там же не обязательно с болтовки-то убивать. Так, по возможности. Ну да, точно, тот в синей куртке был. Или темной, что-то в этом духе. Что-то я не обратил сразу на это внимание. О, жгут есть. Уже не страшно, не так страшно. Ну, ПС-ку забрала, возможно, выдержит. Ля, ну куда вот делся? Только что здесь был, стрелял. Куда мог? Свалить. Вот гад. А. О.
Так он от одиночества, что ли, или что с тобой? Скорее всего, я кровотечение у него открылось, а аптечки у него нет. Точно. Нормально, нормально. Так, еще один пошел. Ну вон, кровь. Точно, точно, все так и было. Я все-таки попадал в него с горностая, значит. Кровотечение открылось. Подлечиться, подлататься ему нечем было. Тогда валим на исходную. Сейчас быстренько. Да, есть третий. Засчиталось, засчиталось, даже несмотря на то, что я не стрелял по нему. Хорошо, хорошо. Тогда ближе к воде сейчас отойду на ту сторону. И времянка в лесу. Там тоже должны быть боты. Погнали. Вот тебе. Даже несмотря на то, что туман небольшой, и прицел у меня не самый лучший. Смотри, прекрасно видно тот берег. А тут, если еще учитывать тот факт, что у тебя будет оптика какая-нибудь метров полторы тысячи. Или 2 километра. С прицельной дальностью. Не гаять ни в коем случае, просто... Ох-охо, нифига себе. 6-го класса. Вот только грудь защищает, а мне некуда его присобачить. Блин, вот закон подлости. Вечно, как мешок не возьмешь. Обязательно какие-то вкусняхи попадаются. Шланг попался. Стоит только мешок помощнее взять, все. И километр не пробежишь. Вот тут у времянки в лесу тоже боты могут быть. Давай-ка я коллиматор сниму, он там не при шее, и туда рукав торчит. Вот на механике, нормально. Почти полон, но патрон слабенький. По ботам хватит, в принципе. Вроде не было никого. Да, все закрыто. А по-моему, сгущенку тоже можно, но она, правда, гидрацию сжирает. Просто алё. Тоже можно как стимулятор использовать. Тут это есть. Ты чё, ненормальный? Ты капец, я чуть не обосрался. И я, конечно же, энергетика... Ну, блин, камон, это был 4-й бы. Ну, ё-моё. Ладно, говори, подружки были с тобой, не? Вроде тишина. Капец, ты выскочил. Галопом. Блин, он и правда один тут. А жаль. Че у тебя, братюня? Ох-охо, вот эти вот хорошие патроны. Мы их продадим богато. Флешка. Стой, шину давай заберем. Мне же медицины-то вообще нет. Надо за медициной идти, а то у меня нога так отвалится с такими темпами. На медицина, 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 медицина. Медицина на КПП здесь недалеко тоже спавнится. Можно будет как раз глянуть и меченку. Раз тут времянка не лутана, значит, есть вероятность, что и меченку не трогали. Посмотрим меченку тогда. И посмотрим, придется на открытую выбегать. Джип посмотреть в багажнике, там сумка медицинская. Может быть, там аптечка какая-нибудь.
попадется под руку. Хотя бы залатать то, что есть, хоть каишка какая-нибудь. Да, поторопился я, блин, выскочил, не перепроверил нифига. Нельзя так делать без медицины, делать сейчас нечего в рейдах. Даже в тех, что по отстрелу ботов или выполнению каких-то просто квестов вытащить какой-то предмет. О. Говорит. Что такое? Вроде не лутано. А, нет, пистолет без галочки, смотри, FN57. 5.7 без галочки. Значит, кто-то что-то поинтереснее пистолет нашел, видать. Раз свой выбросил. Ну, где ты там? А вон он. Ой, еще и квест закрыл. Ну, вообще сказка. Нет, ни хрена тут никакой аптечки. Небо вроде чистое, дождь пошел. Как жить-то? И ты без рюкзака. Смотри, я его выбил... Я его убил в голову. Хотя, может быть, и не в голову ни разу. А, бронежилет у него вообще в ноль выбит. Где-то с кем-то зарубы у него были или... Ого-го, пауэрбанк, это хорошая штука. Она сейчас стоит кучу денег. Заберем. А вообще бы я его в подсумок... Ой-ой, САС. Хорошо, хоть в САС в планшет помещается. Так, давай, наверное, пауэрбанк я заберу в подсумок. А патроны, наверное, подороже ибупрофена. Ибупрофен тоже вытряхнем тогда в разгрузку. Все в подсумок ценное. Ой, идти твою мать, нифига. Блин, а у меня забрала, а тут нет забрала. Хоть и класс выше. Придется пожертвовать. Ладно, мне надо ботов искать. Пошли тогда на гряду под снайперской скалой. На ту сторону, короче, лесопилки. Молочко нашлось. Не придется сгущенку жрать. Хотя можно и сожрать. Раз молоко есть. Использовать сгущенку в первую очередь как стимулятор. Но раз есть стимулятор, значит можно... Значит можно еще ботов посмотреть. Почему бы и нет? Когда да. 4 всего я подстрелил. Во. Ой, аптечка лежит, автоаптечка, смотри. Наконец-то я нашел медицину. Вот и хорошо. Все, нога как новенькая нафиг. Пошли полевую базу тогда МЧС посмотрим. Здесь поляну, скалы. Все прошерстим быстренько. О, мозги кто-то. Интеллектуал был. А подожди, может быть у него рюкзак есть? Нету. Жалко, жалко. А, нет, есть сумочка, смотри. Забрать. Деревья, смотри, колбасит, как ветрище фигачит. Это я еще в Кивере. Не так шумно. А так ветруган и ливень, будь здоров. И обезвоживание началось, да?
там же сок лежал возле палатки. Надо было его выпить. Надо было... Придется молоко пить тогда. Сгущенку выпил, обезвоживание. Гидрация это 0 было. Надо было сразу и сок выпить. Что-то я затупил в натуре. Ладно, ничего, на МЧС сейчас 100% жратвы, питья найдем, просто обожраться, обосраться. Нормально все будет сейчас. Главное добраться. Тремор есть, обезвоживание действует. Главное, молоко еще работает. Во, клиент. Бам, это был 5-й. Ништяк. Осталось 10. А вон и 6-й ходит. Что ты где? Бляха-муха, смотри, а. Что делает? На такой дистанции лупит. Дерзкий какой. Не, отсюда я не увижу. Здесь в аккурат эти контейнеры, все это закрывают всю базу. Надо немножко с другой стороны просматривать все это дело, с возвышенности какой-нибудь. Но пока действует молочко, давай. Давай 6-го застрелим. Вижу. Вижу. Бам. Не ты ли в «Матрице» снимался? Что такое? Давай. Вот так вот. Неточный патрон, или я неточный, или он шустрый. У него еще скорость полета там 500 с чем-то, 550 метров в секунду. То есть, чем дальше дистанция, тем больше упреждения, что ли, брать надо. Или как правильно это назвать? Зероинг там вряд ли сработает. Блин, мне с него снять-то нечего. Ты один тут? Надеюсь, что нет? Не, кенты его уже подняли бы, кипиш. А, тут чувака, труп лежит. Гол, как сокол, обобрали до нитки. Ладно. «30 секунд всего осталось, так что мне по-любому надо медицину, что-нибудь еще, какое-то молочко найти где-нибудь. Тут молоко должно быть, тут куча его целая. Подсобираем медицины, подсобираем, если получится, стимулятор. О, есть стимуляторы. Конечно, подсобираем. Тушенка, вон, смотри еще. Как раз, когда я квест сельпо сдал с 15 тушенками. В аккурат мне сейчас тушенки и спавнятся. Что, нормально, нормально. Вот так вот. Полные магазины, оно как-то поспокойнее. Простимулируем свою иммунную систему. О, еще молоко. Слышь, еще тушенка. Офигеть. Можно, знаешь, что попробовать сделать тогда, раз уж у меня есть еще одно молоко? У меня выход ЗБ, ВСРФ и блокпост ООН. Я тогда ЗБ выход. Пойду посмотрю. Вискас лежит. Еще молоко.
Не, ну все, точно. Я тогда пойду на ЗБ сначала, посмотрю, что там. Там точно должны быть боты. Либо на поляне, либо на ЗБ. А там уже кто-то шлепает ботов, да? Блин, не очень хорошо. Ну ладно, я все равно схожу туда, посмотрю. Что там к чему. Еще одного хотя бы бота, если получится забрать в этом рейде, то это будет здорово. Уже 6 есть. Вот так вот оно, вроде бы 15 человек, думаешь, ё-моё, какие там 15 ботов в лесу, а оно потихоньку делается. Там один попался, там двое попалось. Вот там или там на выходе кто-то понтуется. Бывают люди, которые на выходах зажимают, я и сам нет такое вытворяю. Типа, качается немножко. Контроль отдачи. ЦМС-ку, может, заберем. Сколько она? Стоит что-нибудь, не стоит? Да даже если не стоит, вдруг сейчас... Вдруг чего, а мы возьмем и хоп, заштопаемся. На трихлор забрал вот я тоже, вот честно, если вот этот магаз мне вряд ли уже пригодится. Одного магазина в Адаре, я думаю, мне хватит. Сгуху. И чай. Во. Еще медсумки. О, сачок. Давай выпьем. Гидрат 48. Добротная такая база. Здесь вообще с рюкзаком зашел и полный, битком медицины и хавчика рюкзак вынес. Вообще как делать нечего. Еда, медицина, патроны. Огромное просто количество здесь всякого. Еще и перелив. Идти, твою мать, тоже бы забрать. Так вот сделаем. Просто офигеть тут что. Вон еще патроны лежат. Жратва еще. Селедка сейчас 1030 стоит. Что, думал, я забыл про тебя? А у него тут ничего интересного. Ушанки у меня уже есть. Нож такой же. Фигня. Я пошел на ЗБ тогда. Жахну молока. Заберу аптечку и пошел на ЗБ. Хера никого нет здесь на этой ЗБ. Ни вверху, ни внизу. Тогда на выход пойдем. Нормально так настрелял. О! Дикий, дикий. Еще клиент. Постой, братюня. Есть. Ты в мэр или притворяешься? После такого обычно не лежат спокойно. Еще один бот. Еще один бот. Еще парочка. В аккурат вообще. 6, 7, 8. Это 8-й был бот. Ну вообще нормально. У него еще рюкзачок чуть побольше, чем мой. Можно будет, знаешь, тогда... Как Дис в таких случаях поступает. Просто берешь... Забираешь рюкзак, что побольше. Надеваешь его на спину. И идешь пару тайников. Блин, надо точно, надо выделить время и посмотреть, где в лесу и на берегу тайники. Я плохо их знаю. Я знаю хорошо, где находятся почти все тайники на таможне. А вот в лесу и на берегу только некоторые, которые по пути мне случайно где-то попадались. Только про них знаю. Вот этот ПК...
Прицел сейчас 1050 как минимум стоит. Все, красный таймер. Обязательно после сегодняшнего выпуска выделю время и пойду побегаю прям несколько рейдов в лес и на берег. Когда пробежишь визуально, как бы столкнешься с этим, оно как-то откладывается в памяти. Все, открываю 2 тайника, которые я знаю здесь неподалеку, и педалю на выход. Ну вот тебе и рейд. Айда рейд. Больше половины квеста выполнено. 8 из 15, осталось 7. Одного я только не подстрелил под воздействием стимуляторов, к сожалению. Ну, в предыдущем рейде одного засчитали, так что 8 из 15. Разгружаю добро-барахло, возьму, наверное, побольше с собой все-таки рюкзачок. Если получится выйти из рейда, будет вообще же бомбически. Вынести еще и полный рюкзак всяких ништяков, даже пусть это будут патроны или хавчик какой-нибудь. Сейчас хавчик тоже недешево стоит. Завершаем Тарковский стрелок, часть 4. Забираем часть 5. С 21 до 5 утра из болтовки, говорят, убить 8 диких на таможне. Это выполнимая задача. Путь выживальщика торчок 8 из 15. Нормально. Продолжу делать тогда. Побольше беру мешок, беру дополнительное оружие, пистолет, пару магазинов, немного патронов с собой возьму. Броня у меня 4 класса. Это то, что вернулось мне по страховке. Намордник еще надеваю, и все, шлем никакой брать не буду. Послушаем звуки природы. Поехали, 9 утра, страхуем барахлишко и поскакали дальше делать квест. Осталось 7 ботов убить. Как видели в предыдущем рейде, задача выполнимая абсолютно. Так, ЗБ-14, ворота завода, выход на мосту, окраины. Ворота завода сразу можно откидывать, потому что ворота завода, там нужно выходить с дружественным диким. А я этой херней заниматься даже не представляю, как это работает. Если только с челоботом с каким-то снюхаться, манал я этот выход. Хотя он близко совсем здесь. ЗБ-14 окраина и платный выход мост, если работает там джип. Спавн отвратительный. Для соло-игрока это вообще ни о чем. Сразу перебегать нужно куда-то в другие места. У меня цель рейда не ЧВК ни разу. Было бы ЧВК, спавн был бы просто идеальный. Потому что со стороны блокпоста ООН северного обычно пачка прискакивает сразу же сюда на ВСРФ. И тем более сейчас поставили эту полевую базу. На полевую базу сразу же стекается народ. Здесь охота, здесь нужны дикие. Ну, либо ЧВК с расстояния более 100 метров, убить в голову, маньячный квест от механика. Ну, конкретно этим квестом заниматься, это капец, это кемперить надо где-то, выискивать, вынюхивать, выслушивать карту. Это реально сложный квест. Плюс, если даже ты кого-то там нашел, увидел, не факт, что ты с болтовки попадешь там в голову с этих 100 метров. Если промазал, он же драпу даст. Короче, квест сложный, крайне сложный. Этот квест с убийствами в голову ЧВК на разных картах. Еще и причем не одного, а 3 ЧВК с расстояния более 100 метров. Это тебе не то. Не люблю я этот спавн. Тут, если лутаться, то открытая очень местность, во-первых. Во-вторых, если бежать каким-нибудь времянкам,
Или на лесопилку. Есть огромный шанс встретить сразу же там штурмана с Светлоозерскими. В принципе, не столько эта проблема, сколько если ты ввяжешься с ними в бой, то обязательно тебе в спину кто-нибудь дышать будет в затылок. Так что единственный вариант это, наверное, на гряду сходить. Блин, там дистанция не очень, но у меня есть пистолет, если что. Специально для этого я и взял его. Пойду на гряду схожу, посмотрю там ботов. Я слышал шаги. Понял. Мосина. Где-то левее. А, вон он. ЧВК. Ну, типичная ситуация. Ранний тайминг, подбегают стрелять с Светлоозерскими, начинают шуметь, стреляют без глушителя абсолютно, палится. А 100 метров там не было. Блин, жаль. Капец, жаль. Дистанция мне показалась солидной. Ну, наверное, закон подлости. Метров 95 каких-нибудь. Опа. Опа. А это там же примерно, слушай. Так он не один пришел, что ли? Хорошо, что его лутать не поскакал сразу. Чё ты где? Кореша лутать будешь? Блин, ну как? Нет, 100 метров. Да есть же тут 100 метров. А, нет, я из-за этого дерева. Даже не из-за этого, а из-за самого ближнего дерева стрелял. Ну да, около 100 метров. Около. Не дотягивает до сотни. А жаль, жаль. Короче, наверное, лучший вариант это придерживаться плана. Мне ЧВК эти все... Во, как раз. Стой. Промазал, блин. И хорошо, что промазал. Забыл совсем про этот энергетик. Там еще один, что ли, подскочил. Выносливость до 8 поднялась. Прокачался навык. Нормально. Беру пистолет и буду сближаться. Как-никак боты. С ботами-то, надеюсь, справлюсь. Долго сидеть там, выцеливать тоже мне невыгодно. Сейчас все профукаю. Там, если я не ошибся, там целых 2 их. Ага, сидят тут. Вон он, упырь. Тихо, 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 не говори никому. Отлично. Еще 2. Итого 10. Осталось 5 подстрелить. Как раз 2 тут.
На скале не вижу снайпера. Да попялимся, что у них есть. Не лута ради, а опыта для, как говорится. О, блин, разгрузка хорошая. Заберем, может? А, моя не страхованная. Но зато это пообъемнее, как-то она больше доверия, что ли, внушает. Привычнее как-то мне с ней. Давай я тогда ее заберу. Чик-чик. Вот так. И второго. О, теперь на ближнюю дополнительную будет удар целый. Нормально. Опа. Опа. Слышу, слышу. Слышу, слышу, братишка. Сейчас, подожди, подожди. Какой-то интересный тип там по моим клиентам джебошит. О. А капец, это был 11-й. Хочется верить, что это был Юсек. Нет, прочугон как у бировца. По-моему, это бир. Мне же Юсеков надо... А вообще, я знаете, что, наверное, сделаю? Я как-нибудь с ума сойду и попробую подцепиться к европейским серверам, чтобы Юсеков добить. 40-й левел, ути твою маковку, бировец. Патроны все в подсумке был. А ты жук. Пошли тогда на базу МЧС еще разочек мотнемся, сделаем крюк почета. Да нет тут ни хера. Где массиниста? Ты-то куда делся? Бляха-муха там ЧВК. Блядь, двое. Нормально одеты. Тормози, слышь? Нет, отходят, не отпускают, уроды. Фак. Где-то близко. Ой, ничего не слышу, надо таблетку принимать, иначе. И сам ничего не слышу, и они меня слышат. Все, терпи. Бляха-муха, ноги, обе. Нормально. Уроды. Ну, простите мне мой ПВП никудышный. Вот такой вот я игрок.
Бировцы я, к сожалению, не посмотрю дистанцию. 26-й левел хотя бы апнул. Зачем это сделали? Почему я не вижу теперь дистанцию убитого? Ну я же посмотрел жетон. Ладно бы я его в руки вообще не брал. Другой разговор. Очень жаль, не сильно мощные игроки были. Можно было бы их осилить, но, к сожалению, я оказался еще более слабым. Беру волыну посерьезнее. У ПСКС у меня есть универсальная, с глушителем, с большим магазином, с ложем, обгрыженная. Я ее давным-давно уже мариную в схроне. Страхуем. Она у меня и на ближнюю, и на дальнюю дистанцию. Классная пушка. Попытка номер... какая? 3? 3-4. Врагу не сдается наш гордый варяг. Сколько их? 11? Да, я настрелял 11. Еще осталось 4 всего. И опять в этом же месте, и опять бронежилет, и опять нормальный. Вот тот вообще классный броник. Правда, я не особо люблю бронежилеты, которые дают только к груди защиту. Живот. А как же живот? Ой-ой-ой, смотри, как хорошо видно все. Вот такой у меня СКС. Оптика ПСО. По-моему, в одном из выпусков я показывал, как я его собирал. Так что второй раз показывать смысла не вижу. Все это в дальнейшем, как я собираю, как я разбираю, это все посмотрите потом в дальнейшем, без всяких перемоток, которые будут на стримах. Стримы обязательно будут после того, как путь со дна. Завершим основную, так сказать, часть. Докачаемся до 40 уровня, прокачаем убежище и откроем лояльность у всех торговцев. Всю полностью. 4 класс, 4 уровень у всех откроем. Потом будут реже выпуски выходить с этого же персонажа, но будут уже конкретно по выполнению каких-то квестов. Будем уже потом с основой сидеть и стримить. Чисто по кайфу прокачиваться. Тоже с нуля, но зато со всеми подробностями. Единственное, там не минимальный пак, там максимальный пак. И прокачка, конечно же, упрощается в несколько раз. Потому что у тебя и схрон огроменный просто. Огроменный схрон. Ну и несгораемый подсумок. Это крутейший буст. Особенно на первых порах, на начальных уровнях. Кто-то сгинул там на минах, скорее всего. О, дикий. А, подожди, не умирай. Подожди, не умирай, я же... Ой, идиотиум. Твою мать. А можно поинтересоваться, ты куда делся-то? Нифига не понял. Где мой бот? Мистика, мать твою, идите. Что за нахер? Тут нигде нет. Куда исчез бот? Кто видел? Ну, пару попаданий из БП патрона 7,62, я думаю, открыли тебе кровотечение, как минимум. Если нет аптечки, может быть, как тот типчик возле ЗБ. Если... Чё, от кровью? Нифига себе у вас. Рандом как работает. Осколок прям в башке щелкает. Чё там за война? Ни хрена себе. Опа, пялимся.
Опять вниз шлепает. А, ну это, наверное, снайпер со скалы джебошит. Возможно. И Ремингтон где-то далеко-далеко бухает. Чё, где джигиты? Мне как раз было бы классно сейчас с такой дистанции в башняк попробовать попасть. Нельзя, да? Не, они чуть правее, скорее всего, там рубились. Ладно. Это не моя война. 145 секунд есть еще. Пойдем КПП заценим. Нету никого. Или есть? А, нет, это Ремингтон, видимо, бухнул. О, Дикий. Братюня, я нашел тебя. Точнее, ты меня. Я тебя там возле колючки искал. Ты, оказывается, здесь лазишь? О, слышу. Вот он. Так это не он? Это не он, тот в синей куртке. Чузовая магия с синей курткой. Кто синюю куртку надел, тот живет дольше положенного. Так, это был условно 12-й, возможно, даже 13-й. Ах, разгрузочку-то я ему раздербанил. Если б знал, постарался бы в голову аккуратно снять. Сейчас бы как раз свою разгрузку бы скинул куда-нибудь в кушары, а его напялил и все. А АКМ для следующего выпуска приберегу. С АКМом мне нужно тоже лазить будет, но по берегу 15 диких настреливать. Без всяких стимуляторов, чисто с АКМом. Намутим себе АКМчик. Чем покупать? Лучше из рейда вынести. Правильно? Правильно. Мешок опорожню немного. Я думаю, этот бронежилет мне никуда не впился. А АКМ я приклад могу отстегнуть и в аккурат мешок сложить. Может быть, еще какую волыну нарою. Я в любом случае этот приклад использовать не буду. Я буду немножко собирать АКМ. Немножко собирать так звучит. Ну, как бы модифицировать его буду немного. И приклад в обязательном порядке будем. А, он закрыт. Закрыл я его. Открыт был. Тут кто-то лазил. Походу до меня кто-то лазил. А пойдем. О, здрасте, Настя. А как ты тут оказался? Как же ты тут оказался? Я тебя там искал, а ты здесь, оказывается, валялся все это время. Вазик забрать. Нет, он явно не от кровотечения опал. Он мог спокойно остановить. Ну ладно, значит 12. Значит, еще 3 надо. Сейчас будем искать возле дома диких и на ЗБ-14. О, стоит красавец. Смотри. Чик. Вот теперь 13.
Деловой колбаса стоит, что-то выглядывает там. Всего двое, мне осталось не стрелять АКМС. Не очень люблю этот автомат за его приклад отвратительный. Его никак не собрать в адекватное состояние. Только если одиночным, где-то там с ПСО. Ну что, двоих диких настреливаем, а можно шакалить, набивать битком рюкзак и валить из лесу нахрен. Слушай, я забанил лутаная вроде. Точно? Да, типа открыл. У меня тут мысля одна родилась светлая. Если там на лесопилке возня жесткая происходила... О, вазелин еще один. Нормально, нормально. То там диких явно нет. Если только ЧВК выслеживать. Но мне очень хочется за сегодня доделать этот квест. Всего двоих диких мне нужно подстрелить. И я частенько бегаю туда-сюда по старой территории. А на новой крайне редко. Лес, наверное, уже проелся за эти 2 дня. Потому предлагаю сходить на новую территорию. Там есть злачное такое местечко, бункер диких, где базовая станция. Если там никого не было давненько, то там спокойно можно найти пару диких, плюс там же можно набить рюкзак. И там недалеко у меня выход на мосту. Звучит, конечно, как музыка. Осталось только все это дело исполнить, как говорится. На КПП никто не появился. Печально, печально. О, годнота. О, годнота. Пошли на новую территорию, к бункеру. Лодка со спящим. Хот-рот к бою. И вот он, пункт питания, я его так называю, потому что здесь много очень еды и боеприпасов. И совсем близко базовая станция. Сначала здесь гляну. Вон контейнер синий видно. Ага, тут гулял кто-то. И, возможно, уже челоботы, кстати. Потому что время уже... О, есть кто-то. Все, последний остался. Вон они. И бой. А почему троих? Странно. А, нет, не троих, двоих убил. Все, правильно все. Хрен ты попадешь. А у меня шлема нет. Нагнулся, макушку подставляю, как будто бы у меня шлем на голове. Я забыл, что я без шлема же вышел.
Ну все, квест выполнен. Теперь можно по полной программе тут, короче, шакалить. Все полностью, что можно выносить, вынести. Можно даже 3 тонн в рюкзак выпихнут. Вот так вот, вот так вот. То, что 100% буду выносить сразу в 3 тонн. Это сожрать. Вынес с собой в рейд, чтобы подкрепиться. Так и не хавал ни разу. А, анимация отменилась, и шпроты исчезли. Прикольно. Типа открыл и выкинул. Ну ладно, пожрать-то мы точно сейчас найдем здесь. Таблетос. Вот тебе. Хавчик подъехал. Все, теперь сдохнуть не жалко. Даже если СКС где-то отвалится, не жалко вообще. Я ее как раз готовил для выполнения каких-нибудь квестов, таких по ботам настреливательных. И задача выполнена. Непростой квест. Казалось бы, что там по ботам стрелять, но условность того, что необходимо это делать под какими-то стимуляторами, вносит свою изюминку в это задание. Еще горошек. Еще и удочки есть. Приятного, пацаны, кто питонит. Туда же. Сейчас буду жрать все, что найду. Буду метаболизм немножко качать. Сейчас бы сам энергетика жахнул бы. Как он смачно-то. Пшикнул. Включаем пылесосы, господа. Сезон лутания объявляется открытым. Набиваю рюкзак битком и двину к мосту. Пусто. What the fuck? О, вижу, отсюда уже ништяки лежат. Сейчас обожремся, вон квасу, гора целая. Вертку заберем. Пока будем лутаться, параллельно будем патроны докидывать в магазин. Шланг заберем. Самореза можно не брать. Ох-хо-хо, целых 2 LCD, реле. Спираль. Мне пацаны не простят, если я не буду брать лут и выбрасывать его. Чё, куда? Большой магазин поставлю. Вот так. И выбросил, да? Молодец. Хопа. Хопа. Порадуем какого-нибудь чулобота. Еще жратва. Ламповость зашкаливает. И с очка жахнем. Еще на столе сок стоит. Тоже выпьем сейчас.
Come on, bitch. Это что такое? LCD? Да, только тыльной стороной лежал. Ключ таможни. Продадим. Но место еще осталось. Пойдем тогда на пункт питания. Там есть оружейные ящики деревянные, пару штук. Там есть большой ящик. А, ну правда его лутали, да, я смотрел. Точно, точно. Ну и наверху тут во временках. Да сейчас посмотрим, что там. Все, цель выполнена рейда. Теперь чисто набиваем карманы и брюхо. И валим отсюда. Быстро, не спеша. Бронежилет. Жрем. Эх, не рейд, а сказка просто. Почти полный. Я что, не дозарядил его, что ли? Да, не полностью патронов накидал. Бросил это дело. О, еще сок. Ящик открыт, топлива нет. О, тут рабочий ящик. Тут не лутали эту временку. Видишь, как оно бывает? Вот тебе и... Еще и сахар. Домой. Сахар всегда в цене практически. За одну ячейку меньше 30 тысяч стоимость его. Я не помню, чтобы падало. Ну давай, открывай. Вот тебе и прогулялся. Пошли теперь к старому хутору. Тут есть кто-то. И, по-моему, не один. А у меня же граната есть. Но я ее кидать не умею, понял? Что такое? Обосрался? Зови братюню. Что, где второй-то? Молочко вижу. Ты что, серьезно один, что ли? Ладно. Ля, нифига себе. Мне почему-то казалось, как-то он странно топал. Что мне показалось, что тут два человека. Чем богаты вепры. Можно фонарик с него стянуть. С вепря. Глушила, водики. Сгуха. Тут что? БП. О, 52 патрона. Ништяк. Тушенка.
От взрыва гранаты он так шарохнулся, что за мышку схватился, небось, сдавил ее так, что аж стрельнуть успел. Нечаянно. Тут еще кто-то. Друган его, небось. А, нет, дикий обычный. Гутен Морган. Ох-охо, люблю вот этот прицел. 50 тысяч за одну ячейку. Очень вкусно. На спрут можно вешать остальные фонарики. Целый букет будет фонариков у меня на спруте. Все, больше нечего взять. Блин, зря я ее сожрал. Ее же на АКМ можно будет менять у прапора. Блин, ну фиг с ним. Да и стоит, наверное, она нормально сейчас. И водички глушанем сверху. Чтобы трубы не слиплись. Вот такой вот он, старый хутор. А со старого хутора я потихоньку сейчас пойду в сторону коттеджей. Времени, может быть, у меня еще и не так много осталось, но тем не менее, я могу позволить себе 1 или 2 коттеджа еще лутануть. Посмотрю заодно, есть ли машина на мосту. Потому что если нет машины, то придется газовать опять черти знает куда на выход. БТ. В рассыпную. Нифига, 60 патронов. 120 патронов надыбал. Вот тебе и рассыпная. Поскакали незаметно тогда коттеджем. Как раз мимо моста. Глянем, что там на мосту. Есть выход или нет. Пацаны, да они сладкие! Ха-ха! Не стыдитесь! Сдрел, что ли? Не успею я коттеджи полутать. Дикие не дадут, да? Блин, он еще и с какой-то волыной дополнительной. Где-то нарыл уже. Ой, блин, все, красный таймер, некогда будет. Вот, а чё, куда делся-то? Начинается, блин, в колхозе утро. Был пацан и нет пацана. В коттеджах есть чего полутать. Здесь, смотри, жратва, питье, сумки, прочие прелести, вкусности. Куртки. Энергетик кучу денег стоит. Ну, не кучу. Ну, за 15 точно. Болты. А тут только по коттеджам проскочить, если можно полный рюкзак набить. Добришка. Еще жратва. Бляха, муха, ты чего? Ты чего? Ты нормально же общались. Нормально. Вот, джип работает. Все, пацаны.
Здесь и выйдем. Вон джип на мосту стоит. И чего у тебя взять? Только фонарик. Ну ты даешь. В стране горючего. Нет, ни хрена. Все, 7 минут у меня осталось до конца рейда. Если бы здесь машина не работала, то я бы двинул сразу же к ЗБ, я бы успел там 7 минут нормально, даже несмотря на то, что у меня там перегруз, не перегруз, у меня были энергетики и прочие гадости, которые бустят немножко. Не самый лучший вариант здесь сидеть возле машины, когда вы выкупились. Лучше выкупиться и куда-нибудь притаиться в кушары. Тот простреливается, ты все вообще как на ладони сидишь, тут офигеть в открытую. Но у меня уже рейд заканчивается, так что я, пожалуй, рискну. Хорошая СКС, хороший рейд получился. Блин, СКС-ка меня прям конкретно выручила. Даже, наверное, как-нибудь сейчас сделаем себе скрин на превьюшку. Чтоб красиво было. Или с жратвой сделаем потом скрин. Давай на всякий случай. Опа. Красота. Ну, отличный рейд. Все планы на сегодня выполнены. Здорово. Я доволен. 8 диких пристрелили. План перевыполнен. 5500 опыта получили. Завершаем путь выживальщика Торчок. Не самый сложный квест, но и не скажу, что просто он мне дался. Пришлось попотеть, Децл. Места немного сейчас выгружаться, но про АКМ вкратце расскажу. Я его полностью разбираю и накидываю на него все, что есть у меня с трофейного. АКМС не очень удачная пушка, поэтому модули эти все мне пригодятся сейчас для выполнения квеста. Это повысит эргономику, это сократит отдачу, это сделает АКМ бесшумным. Но останется только прикупить приклад. Посмотрю, сколько стоит Жуков. Если нет, то тогда Урал возьму. Будет отличная рабочая версия КМа для квеста с убийством диких на берегу. А вообще, по-хорошему, лучше это в следующем выпуске сделаю. Перед самым рейдом еще тут кое-что добью, доделаю. Прицел поменяю, наверное. Ну, вы уже поняли, что следующий выпуск будет точно на берегу, будем делать квест. Ну и одна из главных целей на сегодня это было накопить деньжат. Накопил я себе кучу денег, наторговал, продал очень много из схрона, даже из кейса для хлама продал почти половину. И накопилось у меня больше 3,5 миллионов рублей, что позволит мне в убежище теперь заказать схрон 2-го уровня. Остается только докупить недостающие детали для улучшения, и все будет огонь. А так рейды сегодня получились здравые. Планы на сегодня были выполнены, и это здорово. Надеюсь, выпуск вам понравился. По поводу перемоток возвращаем все в старое русло. Довольно оперативно и активно решили этот вопрос. Это здорово. Отдача и поддержка от вас бешеная. Это круто. Это бесценно. Спасибо всем огромное. Ну, надеюсь, выпуск и этот вам понравится. Всем удачи. Увидимся, услышимся в 14 выпуске. До свидания.